Вот и завершилось наше путешествие, во время которого мы проехали по 3 странам свыше 70 000 километров и познакомились с десятками интереснейших животных. Чувствую, однако, что, сделав упор на них за счет всего остального, я создал однобокое и чересчур радужное представление об охране животных. Постараюсь исправить свою ошибку. Прежде всего, что такое охрана животных? Не только спасение от гибели таких видов, как такахи, сумчатая белка или кожистая черепаха – это важное дело. Но оно составляет лишь часть проблемы. Бессмысленно охранять тот или иной вид, если при этом не охранять его среду обитания. Уничтожьте или хотя бы измените эту среду, и вид погибнет так же неизбежно, как если бы вы устроили поголовный отстрел. Охрана животных означает, что надо охранять леса и луга, озера и реки, даже море. Это необходимо не только для спасения фауны, но и для будущего самого человека, обстоятельства, которого многие люди явно не учитывают. Мы получили в наследство невыразимо прекрасный и многообразный сад, но беда в том, что мы никудышние садовники. Мы не позаботились о том, чтобы усвоить простейшие правила садоводства.